Привет! Это краткий разбор недавних приключений Хань Ли, чтобы вы были готовы к тому, что ждет нас дальше. Так, о чем тут речь? А о том, как Хань Ли превращает просто смертельную ситуацию в настоящий триумф. Он не только возвращает свое оружие, но и, скажем так, получает серьезный апгрейд. Во-первых, его хитроумный ход в гробнице мечей. Его мечи, значит, попали в ловушку, в формацию, которая вытягивала из них всю эссенцию. Но Хань, вместо того, чтобы смириться, находит слабое место и, по сути, взламывает всю систему изнутри. В итоге его мечи не просто спасаются, а поглощают силу сотен других клинков. Представляете? Он просто взял и превратил вражескую атаку в свой личный апгрейд. Во-вторых, он осваивает силу времени. И что он делает после такого успеха? Правильно, уходит в уединение на целых 30 лет. За это время он совершает просто колоссальный прорыв в магии времени. Он создает штуку под названием «Священная ось мантры». Это, по сути, поле вокруг него, где для врагов все замедляется. Это дает ему огромное, просто гигантское преимущество в бою. И, наконец, он решает, что пора выходить из тени. Казалось бы, с такой мощью можно и расслабиться, да? Но нет. Хань Ли замечает, что его прогресс замедляется, а где-то там его все еще ждет старый враг. В общем, сидеть на месте не вариант. Он заканчивает свое уединение, чтобы стать еще сильнее. Ему нужны редкие пилюли и новые миссии от секты. Так что в итоге? Хань Ли не просто вернул свое, а получил контроль над самим временем, и теперь он готов к новым вызовам. А теперь слушаем дальше. Глава 216. Колокольный звон. Сегодня заканчивается мое уединение. Духовные поля на территории пика Багрового рассвета все это время оставались необработанными. Сунь Буджен, возьми с собой несколько человек, чтобы подготовить эти духовные поля к посадке, поручил Хань Ли. Да, старейшина Ли. Могу я спросить, какие виды духовных растений вы хотите, чтобы мы посадили на этих полях? Спросил Сунь Буджен. Пока сосредоточьтесь на подготовке полей, я сделаю дальнейшее распоряжение после этого, ответил Хань Ли. Все тут же дали утвердительные ответы, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Цинцань, пойдем со мной, внезапно поручил Хань Ли, а затем повернулся и направился обратно к своей пещерной резиденции. Мэн Цинцань слегка замялась, услышав это, после чего в ее глазах промелькнул намек на ликование, и она радостно последовала за Хань Ли, и вскоре они вошли в каменную комнату в пещерной резиденции Хань Ли. В центре каменной комнаты находилась небольшая формация для сбора духовной энергии, размером примерно 9 метров, наполняющая всю комнату обильной духовной ци, а в центре формации лежало огромное белое яйцо. Когда Мэн Цинцань вошла в каменную комнату, она сначала была очень взволнована и любопытна, но затем ее взгляд привлекло гигантское белое яйцо. После последних 3 десятилетий питания жизненная сила, содержащаяся в яйце, становилась все более и более мощной, но оно все еще не проявляло никаких признаков вылупления. Мэн Цинцань открыла рот, словно собираясь что-то спросить, но затем вспомнила, что ей сказал брат, и поспешно закрыла рот и молча отошла в сторону, ожидая дальнейших указаний от Хань Ли. Хань Ли молча посмотрел на яйцо, а затем сказал: «Цинцань, с этого момента твоя миссия — найти способ вылупить это яйцо для меня. Ты используешь искусство совершенствования огненного атрибута и проявила зарождающуюся душу, так что, возможно, ты сможешь помочь яйцу в процессе вылупления. В течение этого времени ты можешь свободно входить в это место и эту каменную комнату, но смотри, никому об этом не говори, даже своему брату, понятно?» Говоря это, он привернул ладонь и достал нефритовый значок и браслет для хранения, а затем передал их оба Мэн Цинцань. «Да, старейшина Ли. Я обязательно сохраню это в тайне и сделаю все возможное, чтобы выполнить эту миссию», поспешно ответила Мэн Цинцань. Хань Ли кивнул в ответ, затем вышел из пещерной резиденции и спустился с горы. Вскоре после этого он оказался в подземной пещере, где находилась огненная жила. По сравнению с несколькими десятилетиями ранее, духовная сила огненного атрибута в воздухе была гораздо более стабильной, но все еще было чрезвычайно жарко, словно само пространство горело. Над бурлящим озером лавы находился массивный огненно-красный кокон, который ритмично расширялся и сжимался, продолжая поглощать окружающую духовную силу огненного атрибута. Хань Ли высвободил свое духовное чувство, чтобы проверить сущность огненного ворона внутри кокона, и на его лице тут же появилось восторженное выражение. Поглотив такое количество чистой духовной силы огненного атрибута, высвобождаемой огненной жилой, сущность огненного ворона был на пути к полному восстановлению, и было вполне возможно, что он даже достигнет больших высот, чем его прежний пик. Огненный ворон, казалось, почувствовал присутствие Хань Ли, и гигантский кокон слегка задрожал, когда изнутри раздалась серия пронзительных чириканий. «Продолжай сосредотачиваться на своем восстановлении здесь, тебе пока не нужно выходить», сказал Хань Ли с легкой улыбкой.
Его обнадеживающие слова, похоже, подействовали, и гигантский кокон снова успокоился. Хань Ли еще немного понаблюдал за коконом, но как раз когда он собирался уходить, вся подземная пещера внезапно сильно задрожала. Всплеск неописуемо огромной силы вырвался из-под земли, подобно свирепой волне, и потолок пещеры задрожал, когда сверху посыпались бесчисленные багровые осколки скалы. Даже с нынешней базой совершенствования Хань Ли был встревожен этим всплеском огромной силы. В следующее мгновение из-под земли раздался оглушительный звук, похожий на звон гигантского колокола. Подземная пещера снова сильно задрожала, и из озера лавы поднялась гигантская волна высотой в несколько сотен метров, расплескивая расплавленную лаву во все стороны. Гигантский кокон, парящий в воздухе, также несколько раз качнулся, прежде чем снова успокоиться. Сердце Хань Ли слегка вздрогнуло, когда ему на ум пришла одна из легенд, связанных с горным хребтом колокольного звона. Говорили, что это место получило свое название из-за странного звука, похожего на колокольный звон, который время от времени раздавался из-под земли в этом регионе. За все годы, проведенные в Дао Пылающего Дракона, Хань Ли никогда не слышал этого так называемого колокольного звона, и он услышал его впервые только сейчас. Однако всплеск силы, вырвавшийся из-под земли, похоже, не был связан с движением тектонических плит. Хань Ли немного подумал об этом, прежде чем покачать головой, чтобы избавиться от этого хода мыслей. Независимо от того, какова была основная причина, это не имело к нему никакого отношения, и у него было много других поводов для беспокойства. Он еще раз взглянул на гигантский кокон, прежде чем повернуться, чтобы уйти, но внезапно резко обернулся, как молния, когда в его глазах промелькнул намек на голубой свет. Он обернулся так быстро, что в воздухе раздался громкий хлопок, и он пристально смотрел на поверхность озера лавы. Это было всего лишь на мгновение, но уголком глаза он заметил массивную красную тень, мелькнувшую на дне озера лавы. Красная тень напоминала хвост какого-то существа и промелькнула с необычайной скоростью. Как только Хань Ли заметил это, он уже высвободил свое духовное чувство, но не смог отследить красную тень. Под землей были всевозможные хаотические ауры, которые сильно ограничивали дальность его духовного восприятия. Что это было? Подумал Хань Ли. Хань Ли долгое время молча стоял на месте, а затем поднял голову, чтобы осмотреть свое окружение с легкой улыбкой на лице. Похоже, что этот горный хребет колокольного звона был гораздо сложнее, чем он себе представлял. Однако, даже если здесь и скрывалось какое-то таинственное существо, оно, скорее всего, не представляло угрозы для сущности огненного ворона. Подумав об этом, Хань Ли повернулся и вышел из подземной пещеры. Несколько часов спустя в дворце высшего прозрения на пике пронзающего облака. Перед белыми и лазурными каменными стенами во дворце собралось множество старейшин и учеников, и все они изучали стены в поисках подходящих для них заданий. Что касается золотой каменной стены в задней части зала, то она была далеко не такой оживленной и шумной. Перед ней стояло всего несколько культиваторов стадии истинного бессмертного, которые непрерывно вздыхали, нахмурив брови. Почему так трудно найти миссию, которая хорошо оплачивается, но не требует много работы? Вздохнул седовласый старейшина, прежде чем уйти. Как раз когда он выходил из зала, он прошел мимо Хань Ли, который направился прямо к золотой каменной стене. Он поднял голову, чтобы посмотреть на каменную стену, рассматривая задание сверху, и по мере того, как его взгляд опускался вниз, его брови также начали хмуриться. Задания на каменной стене были либо такими, где награда не соответствовала сложности, либо требовали чрезвычайно много времени на выполнение, поэтому неудивительно, что все остальные старейшины были так разочарованы. Самым привлекательным заданием на каменной стене, естественно, оставалось то, которое требовало совершенствования писания оси мантры до 2-го уровня. Как раз в этот момент за спиной Хань Ли раздался голос. «Это ты, брат Ли?» Хань Ли обернулся и увидел пару знакомых фигур, а тем, кто говорил, был мужчина с грубой бородой. Это был никто иной, как старейшина внутренней секты с фамилией Нань, который участвовал в миссии, выпущенной Сюншанем вместе с Хань Ли. «Давно не виделись, брат Нань, брат Лу», поприветствовал Хань Ли, сложив кулак в приветствии. «Действительно. Некоторое время назад я слышал от брата Ци, что ты в уединении, и не думал, что ты так скоро выйдешь», усмехнулся старейшина Нань, отвечая на приветствие Хань Ли. «Ты не слишком ли добросовестен, брат Ли? Ты только что вышел из уединения, а уже здесь проверяешь задание», подразнил старейшина Лу, также сложив кулак в приветствии. «Срок выполнения регулярных заданий старейшин секты скоро истекает, поэтому я подумал взять несколько заданий, чтобы закончить работу как можно скорее», объяснил Хань Ли. Услышав это, два старейшины переглянулись, и на их лицах появилось странное выражение. Старейшина Нань прочистил горло, а затем спросил: «Брат Ли, ты действительно собираешься взять 3 обычных задания старейшин, чтобы выполнить свои обязательства?» Их реакция, естественно, не ускользнула от внимания Хань Ли, и он ответил: «Да». Это был тот вариант, который я выбрал, когда впервые вступил в секту. «Что-то не так, ну?»
Обычные задания старейшин, выпущенные сектой, всегда предлагали большие награды, но их также всегда было довольно сложно выполнить, либо требовалось много времени и сил, либо приходилось идти на большой риск, объяснил старейшина Нань. Действительно. Напротив, гораздо проще служить во дворце 100 лет из каждых 1000. В обычных заданиях старейшин всегда присутствует элемент удачи, поскольку эти задания назначаются тебе, и у тебя нет возможности выбирать задания по своему усмотрению. Если ты спрашиваешь меня, то лучше взять несколько заданий здесь и заработать достаточное количество очков заслуг, чтобы выполнить свои обязательства, добавил старейшина Лу. Понятно. Спасибо за совет. На данный момент я не вижу подходящих заданий на этой стене, поэтому сначала схожу посмотрю, какие обычные задания старейшин мне назначены, а потом приму решение. Куда мне идти, чтобы получить эти задания? Спросил Ханли. В таком случае мы не будем тебя больше отговаривать. Слева от заднего зала Дворца Высшего Прозрения находится боковой зал, там тебе и назначат задание, ответил старейшина Нань. Спасибо, брат Нань. Я пойду. Ханли сложил кулак в приветствии двум старейшинам, прежде чем уйти. Он обошел золотую каменную стену, а затем направился в задний зал Дворца Высшего Прозрения, и, конечно же, слева был вход в боковой зал. Вход был слегка приоткрыт, и он подошел к нему, прежде чем толкнуть его и войти в боковой зал, который был не очень большим, примерно такого же размера, как гостевая комната Ханли. На потолке было слуховое окно, через которое луч солнца падал прямо на горшечное растение, стоящее в правом верхнем углу стола из красного дерева в комнате. Растение было высотой всего около 15 сантиметров и напоминало древнюю сосну. Под лучами солнца оно переливалось и было полупрозрачным, от его корней до каждой веточки тянулась серия слабых золотых прожилок, испускающих искорки звездного света. Ханли сразу же понял по обильной духовной ци, содержащейся в растении, что это драгоценное духовное лекарство. Однако он не узнал это духовное лекарство и никогда не видел такого способа посадки и не мог оторвать от него взгляда. Глава 217. Неопрятный старик. Нравится. Как раз когда Ханли завороженно смотрел на увиденное, за столом из красного дерева раздался довольно загадочный голос. Ханли поспешно повернулся в ту сторону и увидел пожилого мужчину, лениво развалившегося в большом кресле тайши за столом. На нем была корона из лотоса и старая серая даосская мантия. Его седые волосы были довольно растрепаны, а кончик носа слегка покраснел, что придавало ему очень неопрятный вид. Кроме того, с обеих сторон его талии к поясу была привязана тыква. Одна тыква была серебряной, а другая — красной, и на обеих были выгравированы сложные руны, что указывало на то, что это явно необычные тыквы. «Да», — ответил Ханли. «Тебе это нравится больше, чем женщины с большой грудью и задницей?» — спросил пожилой мужчина, немного выпрямившись. Ханли был совершенно ошарашен этим вопросом и не знал, что ответить. Пожилой мужчина, сидящий в кресле, казался очень загадочным человеком. То, что он сидел здесь, указывало на то, что он был дежурным старейшиной, но он не только не был одет в мантию старейшины внутренней секты, но и горшечное духовное растение на столе и две тыквы, привязанные к его поясу, похоже, были не теми вещами, которыми мог владеть обычный человек. Больше всего его смущало то, что аура пожилого мужчины была чрезвычайно странной, и даже с помощью своего духовного чувства он не мог определить базу совершенствования мужчины. «Пожалуйста, не дурачьтесь больше, старший. Я пришел сюда, чтобы принять свои обычные задания старейшины», сказал Ханли, сложив кулак в приветствии. Учитывая, что он не мог определить базу совершенствования мужчины, лучше было перестраховаться и назвать его старшим. Пожилой мужчина, похоже, совсем не слышал Ханли, когда проворчал себе под нос: «Какая ужасная работа! Я скоро умру от скуки». Намного веселее ухаживать за своими растениями. Затем он слегка наклонился вперед и снял с пояса серебряную тыкву, прежде чем вытащить пробку с тихим хлопком, и весь боковой зал мгновенно наполнился сладким и ароматным запахом меда. Как только Ханли почувствовал этот аромат, его глаза тут же загорелись. Казалось, что в серебряной тыкве содержится какая-то смешанная духовная жидкость. На лице пожилого мужчины появилась слегка самодовольная улыбка, когда он увидел реакцию Ханли. Он поднял тыкву, прежде чем медленно наклонить ее вперед, осторожно вылив из нее каплю золотой жидкости на землю у подножия горшечного растения на столе. Горшечное растение тут же засияло золотым сиянием, которое медленно потекло вверх по растению, как вода, пока не достигло самых кончиков его ветвей и листьев, похожих на сосновые иголки. Только после того, как этот процесс повторился несколько раз, золотой свет постепенно исчез. Пожилой мужчина удовлетворенно кивнул, увидев это, затем привязал серебряную тыкву обратно к поясу и вытащил красную тыкву с другой стороны. Ханли подумал, что эта тыква содержит другой вид духовной жидкости, которую он собирается вылить на растение, но, к его удивлению, пожилой мужчина вытащил пробку, прежде чем залпом выпить содержимое тыквы.
Еще более сильный аромат мгновенно распространился по всему залу, полностью перекрыв аромат духовной жидкости, который был раньше. Было ясно, что эта тыква содержала чрезвычайно ароматное вино, а не другой вид духовной жидкости. Хань Ли потерял дар речи, увидев это, и повернулся, чтобы снова осмотреть горшечное растение. Напившись вина, пожилой мужчина вытер губы тыльной стороной ладони, и кончик его носа стал еще более красным. Он взглянул на Хань Ли и был очень доволен, увидев, что Хань Ли проявляет такой живой интерес к его горшечному растению. Он не знал, что Хань Ли размышлял о том, как научиться этому способу посадки, чтобы использовать его для себя. Если бы он смог это сделать, то смог бы сажать драгоценные духовные лекарства прямо в своей секретной комнате, а не на полях лекарств. Судя по последовательности заданий, задание, которое ты должен выполнить, это отправиться на остров у озера Облачного покрова в Восточном море континента Древнего Облака. Там ты должен найти логово первобытного зверя миражей и принести одну из его духовных оболочек. Пожилой мужчина откуда-то достал толстую лазурную книгу, перевернул ее на определенную страницу и назначил Хань Ли его задание. Хань Ли был несколько ошарашен, услышав это. Задание требует от меня только принести духовную оболочку, не стоит недооценивать этого первобытного зверя миражей. Насколько мне известно, он уже достиг средней стадии истинного бессмертного, и пробраться в его логово, чтобы украсть его духовную оболочку, непростая задача, предупредил пожилой мужчина. Это очень ценный совет, старший. Я слишком поспешил с выводами. Не могли бы вы рассказать мне что-нибудь еще об этом звере, старший? Спросил Хань Ли. Я вижу, у тебя хороший вкус, и ты был довольно вежлив со мной, поэтому я дам тебе эту информацию. Первобытный зверь миражей постоянно находится в уединении, но 7 дней из каждых 10 лет он покидает свое логово, чтобы сеять хаос, где ему заблагорассудится, и это дает тебе возможность украсть его духовную оболочку. Если тебе не повезет, то тебе придется подождать несколько лет. «Не действуй безрассудно и не теряй свою жизнь», — сказал пожилой мужчина. «Спасибо за информацию, старший», — ответил Хань Ли. Это задание может быть как трудным, так и легким, в зависимости от того, как ты к нему подойдешь. Если ты терпелив, то большого риска нет, а награда составляет 200 очков заслуг, которые ты можешь прийти сюда и забрать после того, как выполнишь задание, продолжил пожилой мужчина. Хань Ли утвердительно кивнул, а затем передал свой значок старейшины пожилому мужчине. Получив задание и обеспечив себя соответствующей картой и информацией, Хань Ли попрощался с пожилым мужчиной и ушел. В воздухе над дворцом высшего прозрения Хань Ли на мгновение задумался о своих вариантах, прежде чем решить отправиться прямо на остров у озера Облачного покрова. Это было не потому, что он был уверен, что сможет убить первобытного зверя миражей, или потому, что спешил выполнить задание. Вместо этого это было связано с тем, что он понятия не имел, когда первобытный зверь миражей покинет свое логово, и если он будет слишком долго медлить и пропустит это 7-дневное окно, то ему придется ждать 10 лет, прежде чем он сможет выполнить задание. Следовательно, самым безопасным вариантом было добраться туда как можно раньше. Подумав об этом, Хань Ли немедленно отправился в зал телепортации на площади, а затем телепортировался на пик морского вида, который находился в восточной части горного хребта Колокольного звона. Эта гора находилась недалеко от восточной границы горного хребта Колокольного звона, и в настоящее время это была самая дальняя область, до которой Хань Ли мог добраться с помощью формации телепортации. Стоя на вершине горы и глядя на восток, даже с его исключительным зрением он мог разглядеть вдали лишь черную линию, тонкую, как волос, это было Восточное море рядом с горным хребтом Колокольного звона. Пунктом назначения Хань Ли, островом у озера Облачного покрова, был один из бесчисленных островов в этом регионе моря. Он достал карту этого региона моря, которую получил от неопрятного старика, и, внимательно изучив ее в течение долгого времени, поднялся в воздух, прежде чем полосой лазурного света полететь в определенном направлении. Несколько месяцев спустя. В регионе моря, к востоку от горного хребта Колокольного звона, находился огромный остров, по форме напоминающий лист лотоса. На острове было озеро, занимающее около 10-й части всей площади острова, и оно располагалось в центре острова, как ярко-зеленый драгоценный камень. Ветки воды, отходящие от озера, расходились во всех направлениях по острову, подобно прожилкам фигурального листа лотоса. Это озеро называлось озером Облачного покрова, и оно было источником всей пресной воды на этом острове. Название острова также произошло от этого озера, и ветки воды, отходящие от озера, питали все десятки миллионов живых существ на острове. Вдоль берегов водоемов было разбросано множество городов, поселков и деревень, а к западу от озера Облачного покрова находилась главная ветка под названием река Тяжелого песка. Слева от реки, в сотнях тысяч километров от озера Облачного покрова, находился огромный город высотой более 300 метров, метко названный городом Тяжелого песка. Город был построен из уникального черного тяжелого песка, который был собран из реки Тяжелого песка, и к этому моменту город уже простоял почти 100 тысяч лет. В городе не только жили миллионы смертных, но и существовала секта культиваторов, которая была такой же старой, как и сам город.
В ту ночь небо постепенно темнело, и солнце еще не полностью зашло. Заходящее солнце только-только выглядывало из-за горизонта, и его угасающий свет окрасил в кроваво-красный цвет огромный участок моря и высокие городские стены города тяжелого песка. Внезапно в небе пронеслась полоса лазурного света, прежде чем приземлиться на вершину города, открыв никого иного, как Ханли, который прибыл сюда после долгого путешествия. Он обвел взглядом здания в городе внизу, и на его лице появилось мрачное выражение. Большая часть того, что должно было быть неприступной городской стеной под его ногами, уже рухнула, оставив огромную дыру, и даже зубчатые сторожевые башни на городских стенах были полностью разрушены и превращены в неузнаваемое состояние. И внутренняя, и внешняя стороны того, что осталось от городских стен, были измазаны кровью, часть которой уже начала чернеть и свертываться, издавая тошнотворный запах. Город был усеян разрушенными и рухнувшими зданиями, и среди обломков можно было увидеть множество человеческих и животных останков, которые были сильно изуродованы и находились в ужасном состоянии. По мере того, как солнце постепенно заходило за горизонт, весь город окутывала гигантская тень, погружая его в полную тьму. Не было слышно ни звука, кроме завывания ветра, дующего сквозь совершенно безжизненный город. Как раз в этот момент Ханли внезапно заметил вспышку желтого света, которая появилась в центральной части города, и, похоже, там кто-то развел огонь. Он тут же высвободил свое духовное чувство в том направлении, и спустя мгновение, подобно стреле, выстрелил с вершины городской стены, устремившись прямо к тому месту, где был зажжен огонь. Раздался оглушительный взрыв, когда Ханли рухнул в центр просторного двора, заставив весь двор сильно содрогнуться. Дома, которые уже были на грани обрушения, тут же один за другим рухнули, создав громкий шум. Огонь, который был зажжен в центре двора, также разлетелся на бесчисленное множество искр от силы удара при приземлении Ханли. 3 человека, собравшиеся вокруг огня, были так напуганы, что тут же упали на колени. Среди них молодой человек в коричневой мантии и женщина средних лет бесконтрольно дрожали, и по их лицам струился холодный пот, а темнокожий мужчина, завершавший эту троицу, неоднократно кланялся до земли, не смея даже смотреть на Ханли, и умолял: «Пожалуйста, пощадите нас, старший. Мы сейчас же уйдем отсюда». Глава 218. Совпадение. Пока темнокожий мужчина говорил, он отчаянно пятился назад на четвереньках. Все трое были лишь культиваторами поздней стадии заложения основ, и, хотя они не могли определить базу совершенствования Ханли, одна только сила его приземления дала им понять, что он могущественный культиватор, который может раздавить их, как муравьев, поэтому они, естественно, не осмелились больше здесь задерживаться. Брови Ханли слегка нахмурились, увидев это, и он холодным голосом сказал: «Подождите секунду». «Кто вы такие?» Троица тут же застыла перед допросом Ханли, и, в конце концов, именно молодой человек в коричневой мантии набрался смелости, прежде чем ответить: «Мы всего лишь группа странствующих культиваторов из города Цветочного Солнца. Мы не знали, что вы здесь старший. Иначе мы бы ни за что не осмелились прийти сюда. Вы знаете, что здесь произошло, что привело город в такое состояние?» — спросил Ханли. Молодой человек в коричневой мантии слегка замялся, услышав это, и с озадаченным выражением лица повернулся к Ханли, спросив: «Вы не знаете, что здесь произошло, старший?» Может быть, вы иностранный культиватор? Ханли сначала был немного озадачен, услышав это, но затем быстро понял, что имеет в виду молодой человек. Действительно, для этих низкоуровневых культиваторов, которые, скорее всего, всю свою жизнь прожили на небольшом участке острова, было естественным считать, что остров, на котором они находятся, это целый континент, что делало всех культиваторов из-за пределов острова иностранными культиваторами для них. Хватит болтать. Расскажите мне, что здесь произошло. Холодным голосом сказал Ханли. Насколько нам известно, существо, обитающее в озере Облачного Покрова, снова вышло на охоту и перебило всех в городе, поспешно ответил молодой человек в коричневой мантии. Как выглядит это существо? Вы видели его сами? Спросил Ханли, приподняв бровь. Я, конечно, не видел этого существа, старший. Иначе я бы не дожил до этого дня, чтобы рассказать об этом. Однако говорят, что это существо совершенствуется уже бесчисленное количество лет, и оно огромных размеров, почти сравнимых с холмом за городом. Его язык имеет длину в несколько километров, а яд в его брюхе. Молодой человек в коричневой мантии поспешно рассказал Ханли все, что он слышал об этом звере. Верно. Это существо время от времени выходит сеять хаос, и каждый раз оно успокаивается только после того, как перебьет целый людской город. Добавил темнокожий мужчина. Сердце Ханли слегка вздрогнуло, когда он услышал это, и он спросил: «Это существо выходит только на 7 дней раз в 10 лет, чтобы потом снова исчезнуть на следующие 10 лет?» Темнокожий мужчина был несколько ошарашен, услышав это, и осторожным голосом спросил: «Вы уже слышали эти слухи, старший?» Сердце Ханли слегка ёкнуло, услышав это.
Существо, о котором говорили эти люди, скорее всего, было тем самым первобытным зверем миражей средней стадии истинного бессмертного. По-видимому, несмотря на то, что он добрался сюда так быстро, как только мог, он все же опоздал на один шаг. На самом деле, всю дорогу сюда он чувствовал себя довольно озадаченным. При нормальных обстоятельствах, если на острове есть пресноводное озеро в центре, то ближе к озеру должно быть больше поселений и выше плотность населения. Однако на острове Облачного озера ситуация была прямо противоположной. Прибрежные районы острова были усеяны городами, которые практически образовывали кольцо вокруг всего острова, но чем ближе к центру острова, тем реже и скрытнее становились человеческие поселения. Несмотря на то, что город Тяжелого Песка все еще находился в сотнях километров от озера Облачного Покрова, он уже был ближайшим городом к озеру в западном регионе острова Облачного озера. Учитывая информацию, которую Хань Ли только что получил, такая ситуация, скорее всего, была результатом угрозы, исходящей от первобытного зверя миражей в озере Облачного Покрова в центре острова. Неужели никто не противостоял этому существу и не воздал ему по заслугам за его гнусные поступки? Спросил Хань Ли. По-видимому, очень давно по просьбе нескольких близлежащих сект на остров прибыл бессмертный с целью убить это существо. В конце концов, он сражался с существом 3 дня и 3 ночи, прежде чем потерпел поражение и отступил с тяжелыми ранениями. После той битвы все участвовавшие секты были уничтожены существом за считанные дни, и с тех пор никто не смел противостоять ему, объяснил молодой человек в коричневой мантии. «Кстати, что вы трое здесь делаете?» — спросил Хань Ли. Все трое все это время стояли на коленях и нерешительно переглядывались, не желая раскрывать свои мотивы. «Есть что-то, что вы не можете мне сказать?» — спросил Хань Ли, и его лицо слегка омрачилось. Молодой человек в коричневой мантии вздрогнул, а затем поспешно объяснил. Место, где мы сейчас находимся, это бывшее местонахождение секты Падающего Песка, самой крупной секты в радиусе десятков тысяч километров. Мы надеялись добраться сюда раньше всех, и голос молодого человека в коричневой мантии оборвался на этом, и Хань Ли закончил его предложение за него. И выкопать какие-нибудь сокровища из руин, верно? Мы только что прибыли сюда и еще не успели ничего найти, старший. Если вы мне не верите, можете проверить мой мешочек для хранения. Молодой человек в коричневой мантии тут же вытащил свой мешочек для хранения и предложил его Хань Ли, а 2 других культиваторов поспешно сделали то же самое. Хань Ли достаточно было лишь мельком взглянуть своим духовным чувствам, чтобы убедиться, что они не лгут ему. Все, что было в их 3 мешочках для хранения вместе взятых, даже не стоило 5 духовных камней среднего класса. Хань Ли нисколько не презирал их за их действия. Как культиватор низкого уровня, особенно странствующий, которым ни на кого положиться, совершенствование было особенно трудным, и он знал об этом лучше, чем кто-либо другой. Затем он тщательно исследовал руины секты Падающего Песка своим духовным чувством, и его брови быстро слегка нахмурились. Это была секта приличного размера, но по какой-то причине осталось жалкое количество сокровищ, и все они были чрезвычайно низкого уровня по меркам Хань Ли. Там, на востоке, под руинами еще кое-что есть. Выкопайте эти вещи сами, а затем немедленно покиньте это место. Как только его голос затих, Хань Ли поднялся в воздух полосой лазурного света и полетел к восточной части города Тяжелого Песка. Сокровища, оставшиеся в секте, были совершенно непривлекательны для него, поэтому он решил оставить их этой троице в качестве компенсации за информацию, которую они ему предоставили. Возможно, эти сокровища смогут как-то помочь им на их пути совершенствования. 3 культиваторов мгновенно застыли на месте, услышав это, и были так озадачены тем, что Хань Ли готов помочь им, а не осудить, что потеряли дар речи. К тому времени, когда они пришли в себя, Хань Ли уже нигде не было видно. Все 3 повернулись в сторону, куда ушел Хань Ли, а затем низко поклонились в знак уважения и благодарности, прежде чем вскочить на ноги и броситься к руинам на востоке, чтобы раскопать указанные сокровища. Что касается Хань Ли, то, достигнув восточной части города, он ушел не сразу. Вместо этого он выбрал относительно нетронутый двор в этом районе, прежде чем спуститься в него. Двор был внушительным, что указывало на то, что раньше в нем проживал довольно богатый клан смертных, но этих смертных, очевидно, больше не было в этом мире. Прибыв во двор, Хань Ли установил несколько простых ограничений, а затем прошел в главный зал. Он зажег одну из масляных ламп в комнате, а затем сел на стул рядом с ней. После этого он перевернул ладонь и достал свою маску гильдии странников, которую тут же надел, и, прочитав заклинание, перед ним появилась массивная проекция лазурной информационной пластины. До приезда сюда он не особо изучал первобытного зверя миражей, поскольку был сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее добраться до острова Облачного озера. Первоначально он планировал расспросить о звере некоторые крупные секты в городе Тяжелого Песка, но этот план явно провалился. Хотя он действительно пропустил это 7-дневное окно, он не планировал сразу же возвращаться в секту. Вместо этого он хотел посмотреть, есть ли какие-нибудь другие способы, с помощью которых он мог бы выполнить это задание.
Однако информация, предоставленная сектой, была далека от подробной, и его знания о первобытном звере миражей также были очень ограниченными. Что касается информации, предоставленной троицей культиваторов ранее, то это были в основном просто слухи, поэтому на них нельзя было полагаться. Следовательно, он решил обратиться к гильдии странников, чтобы посмотреть, сможет ли он узнать больше информации об этом звере. Задание на идентификацию гигантского яйца и тех перьев, которые он выпустил ранее, все еще было активно, но ответов на него не поступало. Поискав некоторое время, его глаза внезапно слегка загорелись. Действительно было задание, касающееся первобытного зверя миражей, и, похоже, оно было опубликовано более 1000 лет назад. Убить первобытного зверя миражей стадии истинного бессмертного. Награда — 30 камней бессмертного происхождения. Хань Ли слегка замялся, увидев это, и это показалось ему слишком большим совпадением. Первобытные звери миражей не были чрезвычайно редкими, но те, кто достиг стадии истинного бессмертного, должны были быть чрезвычайно редкими. Может ли быть так, что целью этого задания был никто иной, как тот, что находится в озере Облачного Покрова? На его лице появилось задумчивое выражение, когда он указал на задание, чтобы связаться с тем, кто его выпустил, через свою маску. Примерно через 15 минут по проекции информационной пластины пробежала волна ряби, и перед Хань Ли тут же появилась проекция лазурной фигуры в маске оленя. «Ты заинтересован в задании, которое я выпустил, собрат Даос?» — спросила фигура. «Действительно, я заинтересован в задании, которое ты выпустил, касающемся первобытного зверя миражей. Ты знаешь, где он обитает, или у тебя есть какая-либо дополнительная информация об этом звере?» — спросил Хань Ли. В глазах лазурной фигуры промелькнул намек на ликование, и она поспешно ответила: «Я обязательно расскажу тебе все, что знаю, собрат Даос. Зверь, о котором идет речь, обитает на острове под названием Остров Облачного озера к востоку от континента Древнего Облака и обладает родословной древнего истинного духа, дракона миражей. В результате он может принимать бесчисленное множество различных форм и особенно искусен в принятии человеческих форм. Я полагаю, с ним должно быть довольно трудно справиться, верно? Иначе твое задание не висело бы так долго», — задумчиво произнес Хань Ли. По правде говоря, еще несколько десятков тысяч лет назад зверь уже достиг средней стадии истинного бессмертного, и он чрезвычайно хитрый, поэтому с ним действительно довольно трудно иметь дело, правдиво ответила лазурная фигура. В таком случае 30 камней бессмертного происхождения — это не такая уж большая компенсация, заметил Хань Ли. В голосе лазурной фигуры прозвучал намек на нетерпение, когда она сказала: «По правде говоря, это все камни бессмертного происхождения, которые у меня есть в данный момент. Однако духовная оболочка зверя — это исключительный духовный материал для усовершенствования доспехов, и ты можешь оставить ее себе, если сможешь убить этого зверя». Подумав немного, Хань Ли кивнул и сказал: «Хорошо. Это значит, ты принимаешь это задание, собрат Даос?» С недоверием в голосе спросила лазурная фигура. «Я не могу гарантировать, что смогу выполнить задание, но я обязательно попробую», — ответил Хань Ли. «Это фантастика. В таком случае я желаю тебе удачи, собрат Даос», — восторженным голосом сказала лазурная фигура. Глава 219. Небольшое испытание способностей. 2 дня спустя. Утреннее солнце, восходя из морской пучины, озаряло холодный остров Облачного озера теплым сиянием. Над поверхностью озера Облачного Покрова, расположенного в самом сердце острова, висел густой туман, не желающий рассеиваться даже под лучами восходящего солнца. Хань Ли парил высоко в небе, вглядываясь в озеро внизу. Лазурный свет мерцал в его глазах, а духовное чувство прочесывало туман, но ничто не ускользало от его внимания. Легким движением руки он призвал длинную черную саблю, добытую у Фан Пана. Золотые чешуйки покрыли его тело, рука утолщилась, а сабля окуталась пронзительным черным светом, вбирая в себя изначальную ци окружающего мира. На лезвии сабли появились чернильно-черные руны, испуская волны черного света, пропитанные мощными флуктуациями закона, от которых содрогалось и рябило само пространство. Хань Ли поднял саблю над головой и с силой опустил ее, нанося удар по поверхности озера. Раздался пронзительный свист ветра, сабля засияла черным светом, и гигантская проекция лезвия длиной более 300 метров обрушилась на озеро с сокрушительной силой. Еще до того, как проекция достигла поверхности, мощь и давление, исходящие от нее, разделили озеро пополам. Оглушительный грохот прокатился по округе, когда гигантские волны вздыбились на озере Облачного Покрова, образуя 2 огромные стены воды, которые с невероятной силой устремились к берегу. Волны были настолько мощными, что, преодолев береговую линию, врезались в ближайший лес. «Кто там?» Раздался яростный рев из глубины озера, и золотистый луч света вырвался из-под волн, устремляясь прямо к Хань Ли. Хань Ли сосредоточил свой взгляд на золотистом луче и увидел мужчину средних лет с квадратным лицом, облаченного в золотые одежды.
В его темно-фиолетовых глазах горел гнев, а в руке он сжимал золотой меч, направленный прямо на Хань Ли. Мужчина не источал ауры демонического зверя, но интуиция Хань Ли подсказывала, что это и есть тот самый первобытный зверь миражей, которого он искал. Золотой меч, покрытый сияющими рунами, излучал непревзойденную остроту. Громкий лязг раздался, когда Хань Ли парировал удар меча своей черной саблей. От мощного столкновения мужчина в золотых одеждах отлетел назад, в то время как Хань Ли лишь слегка покачнулся, прежде чем восстановить равновесие. «Как смеет жалкий странствующий бессмертный, подобно тебе, бросать мне вызов? Ты поистине жаждешь смерти. Мне как раз нужна кровная эссенция истинного бессмертного, чтобы прорваться через свое узкое место, так что ты пришел как раз вовремя». Холодно усмехнулся мужчина в золотых одеждах, остановившись в нескольких километрах от Хань Ли. Едва его голос затих, как он метнул свой золотой меч вперед. Вспышка света, и меч распался на тысячи золотых мечей, которые, подобно лепесткам, сложились в огромный золотой цветок лотоса, распустившийся в небе. В следующее мгновение раздался лязг металла, и золотые мечи, подобно летящему золотому дракону, один за другим устремились к Хань Ли. Сначала Хань Ли полагал, что это всего лишь проекция мечей, но когда золотой дракон приблизился и попытался вонзить свои клыки в его тело, он понял, что имеет дело с вполне материальной формой. Он поднял свою саблю, отражая атаку дракона, и заклинил ее в его пасти, не давая сомкнуть челюсти. В то же время золотой дракон атаковал снизу, вонзая когти в грудь Хань Ли, разрывая его одежды и оставляя белые отметины на его золотых чешуйках. Хань Ли немедленно ответил ударом сабли, высекая сноп искр, и, вырвав ее из пасти дракона, с силой топнул обеими ногами по его голове, отбрасывая его назад. Однако не успело напомниться, как позади него раздался свист ветра, и странный зверь, похожий на истинного дракона, внезапно возник позади него, пытаясь укусить его за голову. У зверя была голова дракона, но без рога, и тело дракона, но без когтей. Зрачки Хань Ли сузились, и, окутанный лазурным светом, он уклонился в сторону, едва избежав атаки. Но в следующее мгновение он почувствовал острую боль в плече. Звероподобный дракон вонзил свои клыки в его плечо, прокусив его насквозь, несмотря на удивительно мощное телосложение Хань Ли и заставив его истекать кровью. Хань Ли был встревожен. Он явно уклонился от атаки, но каким-то образом зверь все же смог вонзить в него свои клыки. Он поднял руку саблей, собираясь обрушить ее на голову дракона, вцепившегося в его плечо, но внезапно его охватило сильное чувство опасности, заставив его замереть на месте. В следующее мгновение Хань Ли почувствовал резкую боль в голове, но не от внешней атаки. Он сам нанес себе духовный удар, чтобы очнуться от иллюзии. И действительно, после вспышки боли в голове, он повернулся к своему плечу и обнаружил, что оно совершенно невредимо, и никакой драконьей головы на нем нет. Если бы он опустил саблю, то непреднамеренно отрубил бы себе руку. Что? Невозможно, чтобы культиватор средней стадии истинного бессмертного смог увидеть сквозь мои иллюзии. Воскликнул мужчина в золотых одеждах, паря в воздухе в нескольких километрах от Хань Ли. Несмотря на то, что Хань Ли вырвался из иллюзии своего противника, он все еще чувствовал себя крайне встревоженным. Он резко рванулся вперед, взмахнув черной саблей, и обрушил на своего противника удар с невероятной силой. Наглость. Ярость вспыхнула в глазах мужчины в золотых одеждах. Он быстро сложил несколько ручных печатей, из его пальцев вырвался шар пятицветного света. Пятицветный свет обладал гипнотическим свойством, и от одного взгляда на него у Хань Ли закружилась голова. В то же время раздался металлический скрежет, и золотой дракон-меч набросился на него сзади, пытаясь вонзить клыки в его спину. Хань Ли рефлекторно поднял руку, чтобы закрыть глаза, и одновременно взмахнул саблей позади себя. Проекция сабли в форме полумесяца пронеслась по воздуху и силой врезалась в дракона меча, заставляя его отшатнуться с оглушительным лязгом. В этот момент из иллюзорного пятицветного света перед Хань Ли внезапно вырвалась гигантская полупрозрачная пятицветная рука и сомкнулась вокруг его тела. Хань Ли мгновенно почувствовал, как огромная сила сдавливает его грудь, лишая его возможности дышать. Кроме того, пятицветный иллюзорный свет продолжал мигать, и его одурманивающий эффект замедлял реакцию Хань Ли. «Умри!» Раздался взрывной рев из-за пятицветного света, и дракон-меч, только что отброшенный Хань Ли, снова набросился на него. Два золотых меча на его голове резко вытянулись, превратившись в пару рогов, направленных прямо в спину Хань Ли. Лазурный свет отчаянно мерцал в глазах Хань Ли, но он все еще не мог видеть сквозь иллюзорный свет, а его сознание становилось все более мутным. В этой отчаянной ситуации он испустил оглушительный рев, и его тело окутало золотое сияние. Мышцы его быстро вздулись, и в мгновение ока он превратился в гигантскую золотую обезьяну ростом более 300 метров. Гигантская рука, сжимавшая его, не смогла больше сдерживать его и с силой взорвалась. Освободившись от хватки, Хань Ли схватил свою черную саблю обеими руками.
черная сабля также увеличилась до нескольких сотен метров в длину, чтобы соответствовать его новому облику, и он яростно рубанул ею в сторону иллюзорного пятицветного света и мужчины в золотых одеждах, стоявшего за ним. Свист ветра пронзил воздух, и пятицветный иллюзорный свет мгновенно рассеялся под натиском астральных ветров, вызванных всемогущим ударом, а мужчина в золотых одеждах с испуганным и полным страха выражением лица поспешно отступил. Однако атака охватила огромную область, и ему не удалось уклониться от нее за столь короткое время. В тот момент, когда лезвие сабли должно было достичь его, на лице мужчины в золотых одеждах внезапно появилась странная ухмылка, и он прекратил отступление, позволив лезвию разрубить себя надвое. Две половинки тела мужчины в золотых одеждах на мгновение исказились, а затем внезапно растворились в воздухе. В то же время гигантский дракон-меч, набросившийся на Хань Ли сзади, внезапно заговорил: «Посмотрим, как ты увернешься от этой атаки». С этими словами его скорость резко возросла, и он устремился прямо к спине Хань Ли. Хань Ли, повернувшись спиной к дракону-мечу, смог сделать лишь шаг вперед и не успел уклониться от атаки или развернуться. В тот момент, когда дракон-меч должен был вонзиться в его спину, между ним и драконом-мечом внезапно вспыхнул лазурный свет, а затем также резко исчез. В следующее мгновение налетевший золотой дракон-меч внезапно потерял всю свою инерцию и безжизненно рухнул в озеро. На лице Хань Ли появилась слабая улыбка, когда он вернулся в свою человеческую форму, а затем спустился вниз, преследуя золотого дракона-меча. Раздалась серия металлических лязгов, когда золотые мечи, окружавшие тело дракона-меча, один за другим отпали, обнажив тело мужчины в золотых одеждах. Однако в его переносице зияла ужасная дыра, а его странные фиолетовые глаза потускнели и стали безжизненно серыми. Зарождающаяся душа, обитавшая в его голове, также была уничтожена. Хань Ли протянул руку и сделал хватательное движение, и все золотые мечи, отделившиеся от тела дракона-меча, исчезли во вспышке золотого света, оставив после себя лишь один меч, который упал в его руку. Он бегло осмотрел золотой меч, а затем убрал его в свой браслет для хранения. Тем временем во вспышке лазурного света из кровавой дыры в переносице мужчины в золотых одеждах вылетел крошечный зеленый меч длиной около 3 сантиметров, который быстро увеличился и вернулся к своей первоначальной форме. Это были не что иное, как зеленые бамбуковые мечи облачного роя Хань Ли, и на этот раз все 72 меча были объединены в один. За последние несколько десятилетий, в течение которых мечи находились в его теле, они полностью поглотили огромное количество эссенции меча, которую они поглотили много лет назад. В данный момент каждый меч почти достиг уровня приобретенного бессмертного сокровища, а будучи объединенными в один, они стали поистине сравнимы с настоящим приобретенным бессмертным сокровищем. Будучи в Дао Пылающего Дракона, он никогда не использовал эти мечи, опасаясь, что Сюн Шань заметит их, поэтому это была его первая возможность испытать их в деле, и они преподнесли ему поистине приятный сюрприз. Глава 220. По пути. Казалось, что Хань Ли уничтожил зверя происхождения миражей в одно мгновение, но на самом деле это потребовало некоторой подготовки. Когда он едва не отрубил себе руку, впервые попав под иллюзию мужчины в золотых одеждах, он активировал свою технику духовного очищения и обнаружил, что истинное тело зверя скрывается внутри дракона-меча, а мужчина в золотых одеждах — всего лишь более глубокая иллюзия. Получив эти знания, Хань Ли решил подыграть. Он заранее объединил 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя в один и нанес смертельный удар в тот момент, когда его противник думал, что одержал победу. Взмахом руки Хань Ли вернул все зеленые бамбуковые мечи облачного роя, которые на мгновение закружились в воздухе, прежде чем исчезнуть в его теле. Хань Ли бросил взгляд на тело мужчины в золотых одеждах, лежащее на поверхности озера, затем взмыл в воздух и опустился на воду, вызвав легкую рябь. Он наклонился и на мгновение осмотрел тело мужчины своим духовным чувством, затем поднял правую руку, словно лезвием, вонзил ее в нижнюю часть живота мужчины, извлекая темно-фиолетовое ядро демона размером с грецкий орех. После потери ядра тела мужчины в золотых одеждах внезапно начало расширяться. Его кожа покрылась мелкой холодной чешуей, а золотая драконья мантия быстро разорвалась. Тело постепенно удлинялось, пока, наконец, не превратилось в звероподобного дракона без рогов и когтей, а затем медленно погрузилось в озеро. После минутного колебания Хань Ли наложил на себя ограничение отталкивания воды и также спустился в озеро. Внутри озера он быстро обнаружил тело первобытного зверя миражей, которое погружалось в направлении дворца на дне озера. Озеро облачного покрова было глубиной более 300 метров, и свет на дне был крайне тусклым, но дворец излучал яркий белый свет, напоминая сверкающий полупрозрачный кристальный дворец. Подойдя к дворцу, Хань Ли обнаружил, что он окружен почти прозрачной световой мембраной, которая не пропускала воду из озера. Вместо того, чтобы сразу войти во дворец, Хань Ли подплыл к телу первобытного зверя миражей и вонзил пальцы в его тело, пытаясь извлечь сухожилие. Фигура в маске оленя из гильдии странников сказала ему, что этот демонический зверь, возможно, обладает родословной дракона миражей, поэтому он хотел посмотреть, сможет ли он извлечь кровавую эссенцию.
Однако, потрудившись некоторое время, он не смог извлечь ни единой капли кровавой эссенции и в конце концов был вынужден сдаться. Собрав все полезные части тела демонического зверя, он вернулся к дворцу и с легкостью прошел сквозь световую мембрану, оказавшись перед дворцовыми воротами. Кристальный дворец перед ним был необычайно красив, с замысловатой резьбой на поверхности, больше похожей на обитель бессмертных, чем на логово демонического зверя. Хань Ли положил ладонь на дворцовые ворота и толкнул их, и две белые нефритовые створки, каждая из которых была около 10 метров в высоту и 30 сантиметров толщиной, начали медленно открываться внутрь. Хань Ли вошел во дворец и обнаружил, что внутри довольно скудная обстановка. По обеим сторонам дворца стояли лишь два ряда цилиндрических колонн, но вокруг них были нагромождены небольшие горы предметов всех видов, представляя собой удивительное зрелище. Как оказалось, эти горы предметов состояли из всевозможных духовных камней и сокровищ разных сортов и калибров, которые были свалены в кучу в беспорядочном виде. Несколько дней назад он задавался вопросом, почему в руинах секты падающего песка осталось так мало сокровищ, но теперь ему стало ясно, что подавляющее большинство сокровищ секты, должно быть, было перенесено сюда первобытным зверем миражей. Было ясно, что этот зверь был накопителем, и эта обширная коллекция, скорее всего, была собрана из всех городов и сект, которые он разрушил за эти годы. С его гибелью все эти вещи теперь перешли в руки Хань Ли. Внимательно осмотрев горы сокровищ, Хань Ли внезапно заметил полупрозрачный предмет, выглядывающий из-за золотого драконьего трона в глубине дворца. Он немедленно направился к трону и, обойдя его, обнаружил предмет, похожий на змеиную кожу, который выглядел так, будто был сделан из какого-то кристаллического материала, но он не был ни твердым, ни холодным на ощупь. Наоборот, он был мягким, как будто был соткан из шелка. Это, несомненно, была духовная оболочка первобытного зверя миражей. Хань Ли немедленно убрал духовную оболочку в свой браслет для хранения, а затем достал несколько колец для хранения, чтобы собрать горы сокровищ во дворце. Спустя почти полдня все его кольца для хранения и браслет для хранения на запястье были полностью заполнены. Большую часть собранных сокровищ составляли духовные камни, и большинство из них были низкого или среднего класса. Среди них первоклассные духовные камни оказались чрезвычайно редкими, их было всего около 700 штук. Если бы он конвертировал остальные духовные камни, то, по его оценкам, смог бы обменять их еще на 300 первоклассных духовных камней. По-видимому, ни одна из близлежащих сект не была особо могущественной. Впрочем, это было вполне логично. Если бы поблизости были какие-либо могущественные секты, то этот первобытный зверь миражей не смог бы безнаказанно сеять хаос все эти годы. Помимо духовных камней, было также более 100 сокровищ и несколько сотен артефактов, а также несколько странных и экзотических духовных материалов, но ни одного духовного растения или пилюли. Артефакты не были ничем примечательны, но среди сокровищ попадались и достойные экземпляры. Конечно, они не были полезны для Хань Ли, но, безусловно, стали бы отличным пополнением коллекции Мэн Юнгуэ и других. Что касается золотого меча, которым пользовался первобытный зверь миражей, то Хань Ли смог определить, что это божественное духовное сокровище металлического атрибута, что делало его сопоставимым с прежними зелеными бамбуковыми мечами облачного роя Хань Ли. В коллекции первобытного зверя миражей было не так много духовных материалов, но некоторые из них излучали очень своеобразную ауру, и хотя Хань Ли не мог их идентифицировать, ему было ясно, что это необычные материалы. В частности, было несколько кусков темно-золотого металла размером с голову, которые явно были образованы естественным путем, но вся их поверхность была покрыта бесчисленными узорами, похожими на лепестки цветов. Кроме того, они были слегка теплыми на ощупь. В течение следующих нескольких дней Хань Ли не покидал дворец. Вместо этого он воспользовался своим отсутствием в Даа Пылающего Дракона, чтобы несколько раз применить все формации мечей из своих искусств меча лазурной эссенции с помощью своих зеленых бамбуковых мечей облачного роя. Неудивительно, что формации мечей стали значительно мощнее, и Хань Ли был очень доволен этим. Непосредственно перед тем, как покинуть озеро Облачного Покрова, он надел свою маску гильдии странников, чтобы связаться с фигурой в маске оленя, которая была поражена тем, что Хань Ли удалось так быстро выполнить его задание. Хань Ли, естественно, не собирался ничего ему объяснять, и он предложил ядро демона первобытного зверя миражей для осмотра фигурой в маске оленя. Фигура в маске оленя пришла в восторг и немедленно выдала Хань Ли 30 камней бессмертного происхождения. Единственной причиной, по которой Хань Ли взялся за это задание, было то, что он мог выполнить его по пути, выполняя свое обычное задание старейшины для Даа Пылающего Дракона. Кроме того, он не хотел ждать целое десятилетие следующего выхода первобытного зверя миражей. Несколько месяцев спустя. Как только Хань Ли вернулся в Даа Пылающего Дракона, он немедленно отправился в боковой зал Дворца Высшего Прозрения. Как и в прошлый раз, зал был совершенно пуст, а старик в серой мантии, сидевший за столом из красного дерева, был на грани сна. Лишь услышав звук шагов Хань Ли, он слегка приоткрыл глаза. Старик выпрямился, зевнул и ленивым голосом спросил: «А? Почему ты вернулся так скоро?»
Может быть, задание оказалось для тебя слишком сложным, и ты планируешь вместо него сдать очки заслуг? Хань Ли ничего не ответил, а достал мешочек для хранения и положил его на стол из красного дерева. Старик слегка опешил, увидев это, а затем бегло осмотрел содержимое мешочка для хранения своим духовным чувством, и вся сонливость в его глазах мгновенно исчезла. «Я возлагал на тебя большие надежды, и ты их оправдал, малыш. Не думал, что ты сможешь выполнить задание так быстро. Мне очень повезло. Когда я добрался туда, первобытный зверь миражей как раз отсутствовал, так что я смог очень быстро выполнить задание», — соврал Хань Ли. «Ты везучий малыш, но иногда удача — это тоже часть силы», — усмехнулся старик в ответ, и было неясно, поверил ли он словам Хань Ли или нет. Он убрал духовную оболочку первобытного зверя миражей, затем достал ту самую лазурную книгу и нефритовую кисть. Начертав что-то в книге кистью, он взял у Хань Ли его значок старейшины, и после вспышки белого света на значок было добавлено 200 очков заслуг. «Хорошо, ты выполнил первое задание. Возвращайся и отдохни, но не забудь скоро вернуться за следующим заданием», — сказал старик, возвращая Хань Ли его значок. «Пожалуйста, назначьте мне следующее задание прямо сейчас, старший», — попросил Хань Ли. «Ну и трудолюбивый же ты. Совсем не похож на тех хитрых старых лис, которые пытаются отложить свои задания как можно дольше», — усмехнулся старик. Хань Ли ничего не ответил на это. Время для него было очень важно, поэтому ему, естественно, приходилось быть более усердным. Старик, продолжая говорить, раскрыл лазурную книгу, пролистав несколько страниц, остановился на одной из них, сказав: «Тут есть одно довольно срочное задание, так что я поручу его тебе». «Что это, старший?» — спросил Хань Ли. «У нашей секты есть большая шахта кристаллов огненного происхождения на пике огненного облака, что на юго-западе континента Древнего облака. По какой-то причине в последнее время там пропадает много шахтеров, поэтому секте пришлось временно закрыть шахту. Старейшина стадии Великого Вознесения, который там находился, спустился в шахту, чтобы выяснить причину исчезновений, но он тоже пропал. Поэтому была подана заявка на то, чтобы секта отправила старейшину внутренней секты для изучения ситуации и транспортировки всех кристаллов огненного происхождения, добытых за последние 10 лет, обратно в секту. Это не должно быть очень сложным заданием, но награда в 180 очков заслуг довольно приличная», — сказал старик. Хань Ли кивнул в ответ, услышав это. «Понятно. Раз уж это срочное задание, я отправлюсь прямо сейчас». С этими словами он немедленно протянул свой значок, чтобы принять задание, а затем без промедления удалился. «Какой интересный парень», — задумчиво пробормотал старик, глядя на удаляющуюся фигуру Хань Ли. Друзья, вот эти главы просто динамит. Хань Ли выходит из уединения, раздает поручения, и вдруг вся пещера начинает дрожать. Оглушительный гул, как удар гигантского колокола. В лаве он видит огромную красную тень, похожую на хвост какого-то апокалиптического существа. И что он делает? Просто уходит за заданием секты. Не моя проблема. Холодная голова. Задание простое — принести духовную оболочку зверя-миражей, который уходит из логова раз в 10 лет на 7 дней. Но когда Хань Ли прибывает, зверь уже вернулся, город в руинах, но Хань провоцирует бой. И тут начинается настоящая шахматная партия. Зверь создает иллюзию внутри иллюзии, человеческая фигура в золотых одеждах, а истинное тело спрятано внутри конструкций из золотых мечей. Но Хань Ли все раскрывает и наносит один решающий удар своими зелеными бамбуковыми мечами. Победа, сокровищница, награда. Но самое интересное, он сразу берет следующее задание. На шахте, где добывают огненные кристаллы, пропадают шахтеры. Туда отправили старейшину высокого уровня, и он тоже исчез. А вот вопрос, не связано ли это с тем таинственным колокольным звоном и гигантской тенью в лаве? Готовлю следующие главы. Увидимся!